Самка бурого медведя, одно из самых могучих животных Восточной Сибири, задыхалась от ужаса. Даже не от боли, от непонимания. В ее мире, где врагами были волки или человек, не было ничего подобного. Ее окружала смертельная хватка гигантского удава, который сжал ее с ужасающей силой. Инспекторы лесной службы бросились на помощь. Но то, что сделал второй подоспевший медведь, заставило всех онеметь. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Тот летний рассвет был тихим, ветер не шевелил ни одной ветки. Снега почти не осталось, только тающие пласты в тенях. Лоси медленно двигались в долинах, орлы кружили над головой, а реки наполнялись холодной водой. Инспектор Леонид Жаров, опытный работник лесной охраны, был на работе с самого утра. Он тянул теплый кофе из своего термоса, когда по рации поступил сигнал. Наблюдается странное движение у перевала. Возможно, раненое животное. Лось или кто-то крупнее. Через 10 минут Леонид был на месте. То, что он увидел, остановило его сердце. На дороге, распластавшись, лежала самка бурого медведя. Но она не просто лежала. Ее тело судорожно дергалось в кольцах гигантского удава. Это было невозможно. Удав в Сибири? Почти 6 метров длиной, толще человеческого торса. Он обвился вокруг самки с неумолимой силой. Его глаза встретились с глазами Леонида. Мужчина замер. Медведица издала сдавленный хрип. Леонид схватил железный шест из кузова машины и тут же связался по рации с базой. Здесь огромный удав, и он душит медведицу. Инспектор медленно приближался. Его сердце колотилось, пальцы дрожали. Неожиданно голова змеи повернулась, и она зашипела. Мужчина вздрогнул, но в этот момент лес взорвался рыком. Леонид обернулся и увидел взрослого самца-медведя, который вылетел из чащи, словно молния. Медведь бросился на змею, ударяя лапами и кусая ее, несмотря на то, что она все еще сжимала самку. Змея извивалась, сжимая сильнее, но самец был неудержим. Он разорвал кольца, не замечая ран на своих лапах. Через мгновение к Леониду присоединились другие инспекторы. «Помогите ему! Только не пугайте медведей! Отвлеките змею!» — крикнул Леонид. Один из инспекторов выстрелил в воздух, другой ударил змею по хвосту. Удав метнулся, освободив медведицу. Она рухнула на землю, хрипя, но живая. Самец остался стоять рядом с ней. Он не ушел. Он не убежал. Он охранял. Когда все закончилось, никто не двигался. Даже лес, казалось, затаил дыхание. Леонид прошептал: «Он спас ей жизнь». Но то, как он остался рядом с ней, даже когда люди подходили, сказало больше, чем могли бы слова. Это было не просто выживание. Это была связь. Инспекторы подошли медленно. Медведица лежала на земле, едва дыша. Ее мех был спутан, на ребрах были темные следы от удава. Трое инспекторов размахивали руками, стараясь говорить как можно тише. Но внимание всех привлекал самец. Его дыхание было тяжелым, из его пасти капала кровь. Не его, а змеи. Он смотрел на каждого человека в тишине. Не с яростью, а с предупреждением. «Нам нужно помочь ей», — прошептала одна из инспекторов, Кира Власова. Леонид кивнул. И при этом самим не стать мишенью. Медведь шагал вокруг нее, тихо ворча. Он толкнул ее мордой, издавая гортанные звуки, похожие на рыдание. Что-то древнее, что-то дикое. Медведица пискнула. Самец отступил на 2 шага. Этого было достаточно. «Он дает нам шанс», — прошептал Леонид и поднял руку. «Хорошая девочка. Мы обязательно тебе поможем». Снотворное ввели в горб, чтобы успокоить боль.
Медведь не вмешался. Он просто смотрел, будто понимая. Повреждения были серьезными. Ушибы, возможно, трещины ребер, рваные раны, ссадины. «Она справится», — сказала Кира. Когда самку погрузили в служебный фургон, медведь последовал за ней. Он подошел к кузову и встал на задние лапы, положив передние лапы на борт. «Он хочет поехать с ней?» — выдохнул один из инспекторов. Леонид сглотнул. «Кажется, да». Инспекторы замерли. Они знали, если уедут, он либо бросится за ними, либо исчезнет, навсегда потеряв ее. «Пусть едет», — решил Леонид. «Дадим им открытую платформу». Медведь лег рядом с ней в кузове, словно стена из меха. Он не двигался, не рычал, не паниковал. Он просто был рядом. Это был акт абсолютного доверия. В Центре спасения дикой природы их встретила доктор Маргарита Чеботарева, ведущий ветеринар. Она увидела самца, стоящего как часовой. «Он пришел сюда с ней?» — спросила она. «Не просто пришел, он спас ее», — ответил Леонид. Ее состояние было критическим. Когда самку занесли внутрь и закрыли дверь, медведь зарычал не от злобы, а от горя. Он остался рядом, не касаясь, просто лежал рядом. К утру у них уже были имена. Самку назвали Лайра, самца — Таур. На 4-й день видео с Лайрой и Тауром стали вирусными. История облетела страну. Все называли это медвежьей историей любви. И хотя Таур оставался диким, он терял силы. Он почти не ел. Он не отдыхал. Он боялся оставить Лайру даже на минуту. Команда знала, надо что-то менять. Когда Лайру перевели в вольер, Таур не сразу понял, куда ее увели. Он рыскал, скулил, терся об сетку. Но на 2-й день он отступил в лес. А на 3-й они встретились на поляне, как будто все было запланировано самой природой. Шло время, но осень принесла угрозу. Ловушки, следы браконьеров, и однажды сигнал ошейника Лайры прервался. Инспекторы нашли ее живую, и рядом Таура с зажатой лапой в ржавом капкане. Получается, что Лайра специально сорвала ошейник слежения, чтобы привлечь внимание людей и спасти своего партнера. Медведь не сопротивлялся. Он снова доверился людям. 2-й раз. Его травма была тяжелой. Ветеринар Маргарита дрожащими руками обрабатывала лапу. Я не знаю, сможет ли он снова ходить. Но он восстановился. С хромотой, но с силой. Когда ворота в лес снова открылись, они ушли вместе. Не как выжившие, не как подопытные, а как семья. Потому что настоящая любовь, даже в дикой природе, не требует слов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.